Люди думают, что эмиграция – это когда уезжаешь к чему-то. К новой жизни. К свободе. К возможным последствиям. Я уезжала от звонков с незнакомых номеров. От людей, которые знали мой адрес. От города, который за одну ночь стал опасным. Мне было 22 года, и у меня была одна сумка, $200 и адрес польской женщины на мятой бумажке в кармане. Меня зовут Вера Ланская, я жила в СССР. Это мои авторские рассказы из прошлой жизни. Спустя 25 лет я решила рассказать всю правду на этом YouTube-канале «Последняя исповедь». Не пропускайте новые истории, подпишитесь, пожалуйста. Это дает мне мотивацию для создания новых видео на канале. Я назвала это «Начать сначала». На самом деле это называлось иначе. Но я понял это позже. Варшава. Зима 1999-го. Малгожата, та самая полька, которой мне отправила Светка, оказалась женщиной без лишних слов и с очень сильными ожиданиями. Утром она поставила передо мной чашку чая, показала на шкаф и дала тряпку с ведром и сказала по-русски, медленно, как говорят с детьми. «Ты живешь, ты убираешь. Все честно». Я убирала ее квартиру. Потом квартиру ее соседки. Потом, через соседку, большой дом на окраине, где жила семья с разными детьми и собакой, которая ненавидела меня с первого дня. Я не говорила по-польски. Я объяснила жестами, улыбкой и тем, что сделала работу хорошо. Лучше, чем нужно. Я драила полы, которые никто не проверял. Складывала вещей так, словно это был музей. Я думала тогда, если я незаметна, я в безопасности. Чем чище пол, тем меньше вопросов. Ночью я лежала на узкой кушетке в комнате Малгожаты и слушала, как за стеной она смотрит польское телевидение. Иногда плакала. Тихо, так, чтобы не слышала. Максим снился мне почти каждую ночь. Не мертвый, а живой. Читающим вслух. Смеющимся. Я просыпалась, и несколько секунд было непонятно, где я. Потом узнала. Берлин. Весна 2000-го. Через 3 месяца я уехала из Варшавы. Не потому, что было плохо, Малгожата оказалась добрее, чем я предполагала. Просто я чувствовала, что нужно двигаться. Неподвижность казалась мне опасной. Если бы я остановилась, но меня не держали. В Берлин я приехала с рекомендательным письмом от семьи, у которых убиралась. Пани Кристина написала по-польски, я этого не знала, но бумага с подписью открывала дверь лучше, чем любые слова. Берлин 90-х – это отдельная планета. Русских там было много. Слишком много, это меня напугало. Я избегала русских кафе, магазинов, русских компаний. Я хотела раствориться. Стать ником. Немкой без акцента это было невозможно, но я старалась. Я нашла работу через объявление в турецкой булочной, на проводе, там висела бумажка, написанная руками по-немецки. Я попросила хозяина перевести. Он перевел: нужна посудомойщица в ресторане «Итальянская кухня» 6 дней на неделю за хорошие деньги. Я пришла на следующее утро. Ресторан назывался «Пикколо». Хозяин Джузеппе – толстый неаполитанец. С громким смехом он посмотрел на меня, спросил по-английски: «Руки крепкие?» Я показала руки. Он согласился и сказал: «Завтра приходи в 8 утра». Я мыла посуду 10 месяцев.
Знаете, что такое мыть посуду в ресторане? Это не то, что дома. Это гора. Непрерывная, горячая, жирная гора, которая не закончится, пока не закроется кухня. Руки к ноябрю у меня были красные по локоть и трескались на холоде. Но Джузеппе заплатил честно. И никогда не спрашивал, откуда я. Я снимала комнату с еще 2 девушками, украинкой Олей и румынкой Анной. Мы почти не разговаривали. Каждый был своим человеком, не хотел, чтобы его учили. Это нас и объединило, язык, молчание на одном уровне. Вена. Осень 2001. В Вену я попала случайно, через Олю, которая уезжала туда, к какому-то знакомому, и предложила поехать вместе. Вена удивила меня так сильно, что я остановилась на улице и просто стояла. После Берлина с его серостью и строительными кранами, богатыми фасадами, чистым и свежим воздухом. Я подумала, вот место, где можно спрятаться красиво. Оля уехала через 2 недели. Я осталась одна. Работу нашла через агентство, уборка наших домов. Это было уже не посуда. Это был другой уровень. Богатые венские квартиры, загородные дома, апартаменты с видом на Дунай. Я убирала молча, осторожно, почти невидимо. Хозяева меня не замечали, и это было именно то, что мне нужно. Я выучила немецкий. Сначала плохо, потом лучше. Язык давался мне легко, наверное, потому, что я слушала очень внимательно людей. Когда живешь в страхе, хорошо развит слух. Деньги за работу, не зная зачем, я просто откладывала. Наверное, инстинктивно. И вот тогда появился Клаус. Его дом я убирала каждую пятницу. Большой дом в Хитцинге – это богатый район Вены, тихий, зеленый, старые виллы за мягкими заборами. Клаус Вайнер, 51 год, вдовец, владелец какой-то строительной компании. Сдержанный. Аккуратный. Из тех людей, у которых всегда есть место для каждой вещи. Первые полгода мы не разговаривали. Он ложил деньги в конверте на кухонный стол. Я убирала и училась. Иногда он бывал дома, сидел в кабинете, работал. Кивал мне при встрече в коридоре. Потом однажды я мыла окно в гостиной, он вошел и сказал по-немецки: «Вы хотите кофе?» Я сказала: «Спасибо, нет». По правилам агентства никакого кофе, никаких разговоров. Он поставил чашку на подоконник рядом со мной. Я выпила. Кофе был хорош. В пятницу эта чашка снова стояла на подоконнике. Мы так и не договаривались, просто появился кофе, и я его пила. Потом появились первые разговоры. Про погоду, про дом. Он сомневался, мы говорили коротко. Он никогда не спрашивал, откуда я и почему здесь. Это было странно, и одновременно это было представление о том, что понемногу я начинаю ему доверять. Он сделал мне предложение через 1 год и 4 месяца. Не романтично, он был неромантичным человеком. Однажды вечером, когда я уже заканчивала работу и надевала пальто в прихожей, он сказал: «Вера, я думаю, нам было бы лучше вместе. Я говорю о браке. Подумай». Я думала 3 недели. Я не любила его. Я хочу сказать это прямо, без украшений, я не любила Клауса Вайнера. Он был добрым. Он был надежным. Он обеспечил мне безопасность, о которой я говорила 3 года скитаний.
Австрийский паспорт. Дом за высоким забором. Имя, которое не искали. Я говорю «да». Мы прожили вместе 7 лет. Он был хорошим мужем в том смысле, что в каких бы то ни было хороших договорах. Все честно. Все выгодно. Никаких неожиданностей. Я вела его дом. Принимала его гостей. Улыбалась на его званных ужинах. Я научилась быть венской женой, сдержанной, ухоженной. Ночью я лежала рядом с ним и думала о разном. Иногда о Максиме. Иногда о Москве. Иногда просто ни о чем, что было здесь, в этой комнате, в этой жизни. Клаус никогда не задавался вопросом, о чем я думаю. Может, почувствовал. Может, ему не нужно было знать. Мы оба сделали вид, что этого достаточно. Наверное, для него было достаточно. Для меня нет. Но я молчала. Я ушла в 2008 году. Без скандала. Без слез ни его, ни моих. Мы сидели за кухонным столом, где когда-то лежал конверт с моим жалованием, и разговаривали тихо, как воспитанные люди. Он спросил: «Ты когда-нибудь любила меня?» Я помолчала дольше, чем нужно. Это само по себе было ответом. Он поправился. Встал. Поставил чашку в кухонный шкаф. «Хорошо», — сказал он. «Просто хорошо». И вышел из кухни. Я не знаю, что страшнее: жить в опасности или жить в безопасности без любви. Первое съедает снаружи. Второе – изнутри. Медленно. Почти как вода точит камень. Я думала, что не выживу. Но я выжила. Но иногда думаю, девочка с одной сумкой. На Варшавском вокзале, которая плакала в туалете поезда. И не знала, что будет завтра. Она была живее, чем я в том тихом доме в Хитцинге. Страшная мысль. Но честная. Это была последняя исповедь. Я Вера Ланская. На следующий раз я расскажу, что было после. То, что после, тоже была жизнь. Другая. Наконец, моя.